Всем привет, дорогие друзья! Из очень жаркого солнечного Вьетнама. Я вышла немного прогуляться к морю и хочу сегодня с вами поговорить на такую тему в преддверии Нового года. Все обсуждают, что можно готовить на Новый год, а я хочу поговорить о том, что нельзя готовить на Новый год. Следующий год, 26-й, у нас будет год лошади. Вы наверняка все уже об этом знаете и, как всегда, готовитесь к встрече года лошади. Так что же нельзя есть в год лошади? Я очень много прочитала разной информации, погуглила, посмотрела. Все рекомендуют, конечно, первый же совет – это нельзя есть конину. Но я могу сказать сразу, не знаю, ели ли вы вообще когда-либо конину? У нас, по-моему, это традиционно совершенно не наше блюдо. Поэтому этот вопрос мы сразу отметаем. Это блюдо мы точно не готовим. Потом говорят, что нельзя готовить очень жирную, очень такую сильно жареную еду. Лошади любят свежесть, легкость, чтобы они были свежими, легкими, могли легко бежать в Новый год. Ну и я тоже так думаю. Конечно, на столе должно быть много салатов, много овощей. Если это мясо, то лучше запеченное мясо, чтобы оно не было тяжелым. И, конечно, вот эта вся информация, что готовить, что не готовить, это просто повод задуматься о том, как сделать красивый стол, немного изменить какие-то привычки, сделать все более легким, свежим и вкусным. Но мне кажется, что надо именно так подходить к этому вопросу. И что я еще хочу сказать, что, конечно же, на самом деле Новый год лошади, он начнется не 1 января, а 17 февраля. Наступит год лошади, а сейчас до сих пор еще будет продолжаться год змеи до 17 февраля. Потому что, как вы все знаете, Новый год по лунному календарю каждый год встречают по-разному. И в этом году, запомните, пожалуйста, он будет 17 февраля. Я сейчас выхожу к морю. У нас каждый день разные отливы и приливы. И сегодня у нас берег очень маленький. Я все-таки вышла на пляж, хотя море уже подходит очень близко. Вода уже очень близко, посмотрите. Сейчас меня накроет волной. И, друзья, что я еще хотела вам рассказать. Вообще в Азии, вот в частности во Вьетнаме, где я живу, совершенно не заморачиваются с тем, что готовить на Новый год. Именно конкретный Новый год, вот допустим, как сейчас, это год лошади, или мы встречали вот прошлый год, это был год змеи. Друзья, просто есть одни общие рекомендации, что во Вьетнаме или в Азии едят на Новый год или не едят. И я вам сейчас расскажу, вот как традиционно во Вьетнаме, допустим, не едят кальмаров, не едят каракатиц, потому что у них есть черный цвет. А черный цвет – это не очень хорошо для встречи Нового года. Поэтому все, что есть животного происхождения с такими чернилами, как у кальмара, у каракатиц, не надо есть. Дальше. Не едят креветок и крабов, потому что они ползают назад. И чтобы год был такой хороший, удачный, чтобы идти вперед, конечно, не надо есть креветки, не надо есть крабы, которые пятятся назад. Потом, что еще не рекомендуется? Ну, вы знаете, во Вьетнаме любят черепах, едят черепах. Тоже не рекомендуется, потому что они очень медленные. А надо, чтобы год был динамичным, надо, чтобы все двигались вперед, поэтому не едим то, что двигается медленно. Кстати, еще очень часто говорят, что не надо есть утку. Почему утку? Потому что она символизирует нестабильность. Но, друзья мои, я сейчас скажу такую вам, можно сказать, истину, которую наверняка вы знаете, но, наверное, немного подзабыли. Волна! По-настоящему Новый год лошади начнется только 17 февраля. Поэтому вообще не надо заморачиваться насчет того, что готовить на Новый год, наш Новый год, который мы встречаем с 31 декабря на 1 января. Год лошади наступает 17 февраля. Пожалуйста, если вы хотите, конечно, вы можете заморочиться и 17 февраля встретить Новый год по лунному календарю и встретить по-настоящему год лошади. Не заморачивайтесь, что готовить, что не готовить. Просто
Встречайте Новый год легко, радостно. Пусть Новый год принесет нам много удачи. Мы двигаемся вперед, и все будет хорошо. Кстати, я хотела рассказать про наш немножко город, в котором я живу. У нас был такой, можно сказать, небольшой, маленький городок, всего лишь где-то на 700 тысяч человек. И сейчас во Вьетнаме в этом году произошли очень большие административные изменения. Если было раньше 68 провинций и много больших городов, то сейчас сделали всего лишь 28 провинций, объединили, и 6 огромных мегаполисов городов, которые приравняли к провинциям. Это вот Хошимин, Ханой, Данан, Канто, Хюэ. И вот, друзья, я хочу сказать, что раньше мы жили в таком очень маленьком городке по меркам Вьетнама, а сейчас этот наш город объединили с Хошимином. И сейчас мы уже Хошимин, и это, наверное, один из самых крупных городов в мире, потому что в него сейчас входят еще много-много маленьких городков, присоединили. И вот такой у нас сейчас город. А знаете, по какому принципу объединяли города и провинции? Чтобы каждая провинция имела свой выход к морю и горы. Вот представьте, теперь каждая провинция во Вьетнаме, их сейчас всего 28, должны иметь выход к морю и горы. Ой, как чудесно на море, конечно, очень жарко. И сейчас на пляже вообще, можно сказать, людей нет. И можно встретить только редких иностранцев, потому что вьетнамцы, конечно, в такую жару на пляж не ходят. Я хожу, гуляю под зонтиком, чтобы не обгореть. И, кстати, друзья, хотела сказать, что во Вьетнаме уже закончился сезон дождей. Сейчас наступил сухой сезон. Жара стоит просто невероятная. И я лично очень рада, что сезон дождей уже закончился, потому что, конечно, в этом году Вьетнам подвергся стольким тайфунам, стольким штормам. Очень была сложная ситуация во многих провинциях. Ну, наверное, вы смотрели новости и знаете об этом. Так что сейчас, если вы хотите посетить Вьетнам, сейчас самое время сюда приезжать. Сейчас погода шикарная, солнце, дождей нет, все очень хорошо. Друзья, я очень надеюсь, что информация была для вас полезной, и вы прекрасно встретите Новый год. Но, конечно, помните, что этот год еще продолжается год змеи, а год лошади начнется 17 февраля. Я желаю всем прекрасного настроения. До новых встреч. Пока!